Переговоры США и Иран запланированы на субботу в Исламабаде. В Пакистан направляются Джей Ди Венс, Стив Уитков и Джаред Кушнер. Тегеран заявляет о нарушении прекращения огня и задается риторическим вопросом: а стоит ли вообще говорить? Ормузский пролив вроде и открыт, но пока что судовладельцы не спешат его пройти. Иран хочет брать с каждого барреля нефти по $1, но пока что нет четких гарантий безопасности. Ливан пережил одну из самых массированных атак со стороны Израиля. В Белом доме говорят: Бейрут бомбить можно. О нем договоренностей не было. Марк Рютте в Вашингтоне встретился с Марко Рубио, а после отправился на встречу с Трампом. В Белом доме намекают на выход Соединенных Штатов Америки из Альянса. Франция увеличивает оборонные расходы и вооружается. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что 10 апреля в Исламабад прибудут делегации США и Ирана для переговоров. По его словам, перемирие лишь временно остановило войну, а главной целью остается достижение устойчивого мира. Послезавтра американская делегация прибывает в Пакистан по моему приглашению, и аналогично Иран также прибывает в Пакистан. Война была временно предотвращена, и прекращение огня — это первый шаг, но наша конечная цель — устойчивый и прочный мир, развитие и процветание. Дональд Трамп же заявил, что переговоры с США и Ирана пройдут за закрытыми дверями. Вашингтон готов обсуждать только ключевые условия, которые легли в основу соглашения о прекращении огня. Многочисленные соглашения, списки и письма рассылаются людьми, которые не имеют абсолютно никакого отношения к переговорам США и Ирана. Во многих случаях это откровенные мошенники, шарлатаны и хуже. Они будут быстро разоблачены после завершения нашего федерального расследования. Существует только одна группа значимых пунктов, приемлемых для Соединенных Штатов, и мы будем обсуждать их за закрытыми дверями в ходе этих переговоров. Именно эти пункты лежат в основе соглашения о прекращении огня. Это разумно и может быть легко реализовано. Это очень похоже на фейковые новости CNN прошлой ночью, когда в заголовке ссылались на источник, не имеющий ни полномочий, ни права писать письма с претензией на авторитет. Позже Белый дом официально объявил, что делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом, в состав которой входят специальный посланник Стив Уитков и зять президента Трампа Джаред Кушнер, в ближайшее время отправится на первый раунд прямых мирных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, запланированный на утро субботы в Исламабаде, Пакистан. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф уже заявил, что 3 ключевых пункта 10-пунктного предложения были нарушены еще до начала переговоров, которые должны стартовать в пятницу 10 апреля в Пакистане. Он добавил, что в такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры являются неразумными. Заявление о нарушении 3 ключевых пунктов 10-пунктного предложения, согласованной рамочной основы, еще до начала переговоров, глубокое историческое недоверие, которое мы испытываем к Соединенным Штатам, связано с их многократными нарушениями любых обязательств, и эта практика, к сожалению, вновь повторилась. Как ясно заявил президент Соединенных Штатов в своей соцсети Truth, 10-пунктное предложение Исламской Республики Иран является работающей основой для переговоров и главной рамкой этих переговоров. Однако на данный момент уже были нарушены 3 пункта этого предложения. Несоблюдение первого пункта 10-пунктного предложения, касающегося прекращения огня в Ливане. Обязательство, на которое премьер-министр Шехбаз Шариф также прямо указал, заявив о немедленном прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие регионы, вступающим в силу немедленно. Проникновение в воздушное пространство Ирана, беспилотника-нарушителя, который был уничтожен в городе Лар, провинция Фарс, что является явным нарушением пункта, запрещающего дальнейшие нарушения воздушного пространства Ирана, отрицание права Ирана на обогащение урана, которое было включено в 6-й пункт рамочной основы. Таким образом, сама работающая основа для переговоров была открыта и ясно нарушена еще до того, как переговоры начались. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры являются неразумными. К слову, США не соглашались на то, чтобы режим прекращения огня с Ираном распространялся на Ливан, заявил вице-президент Джей Ди Венс перед вылетом из Будапешта. По его словам, перемирие касается Ирана и союзников Вашингтона, а Израиль, как утверждает Венс, готов проявить сдержанность в Ливане ради успеха предстоящих переговоров. Но мы считаем, что, к счастью, на данный момент у нас есть прекращение огня благодаря лидерству президента Соединенных Штатов. У нас есть обещание Ирана открыть Ормузский пролив и переговоры, которые должны начаться уже в эти выходные. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это не так.
Мы никогда не давали такого обещания и не указывали, что это будет так. Мы говорили, что прекращение огня будет сосредоточено на Иране и на союзниках США, как Израиле, так и государствах Персидского залива. При этом, насколько я понимаю, я получу более полный отчет уже в самолете. Израильтяне на самом деле предложили, откровенно говоря, немного сдержаться в Ливане, чтобы обеспечить успешность переговоров. В конечном итоге иранцы должны сделать следующий шаг, иначе у президента есть множество вариантов вернуться к войне. Чем больше они будут готовы уступить нам, тем больше они получат от этих переговоров. Я призываю иранцев серьезно подойти к переговорам. Мы видели некоторые признаки того, что они готовы это сделать, но также и признаки бравады. В целом, мы находимся в хорошей позиции. Они открывают проливы, у нас есть прекращение огня, и, откровенно говоря, если они нарушат свою часть соглашения, то столкнутся с серьезными последствиями. Иран больше не может поставлять оружие своим прокси-группам на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля, начавшихся 28 февраля. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Она также сказала, что Иран предложил более разумный план прекращения войны на Ближнем Востоке после того, как изначально представил вариант, который Соединенные Штаты сочли неприемлемым. Что касается двухнедельного прекращения огня, объявленного президентом Трампом прошлой ночью, это победа Соединенных Штатов Америки, которой добились президент и наши невероятные военные. Способность Ирана финансировать и поддерживать свои террористические прокси-группы была значительно ослаблена. На данный момент Иран больше не может поставлять оружие своим прокси в регионе. И что наиболее важно, Иран не сможет получить ядерное оружие. Максимальное давление президента и рычаг влияния, созданный успехом операции Epic Fury, привели к тому, что иранский режим запросил и в конечном итоге согласился на предложение о прекращении огня с Соединенными Штатами. Иран больше не может терпеть бомбардировки или рисковать тем, что могло последовать после установленного президентом Трампом дедлайна в 20:00 прошлой ночью. Иран согласился открыть Ормузский пролив. И, как сказал президент, мы получили от иранцев предложение, которое было признано рабочей основой для переговоров. Изначально иранцы представили план из 10 пунктов, который был в корне несерьезным, неприемлемым и был полностью отвергнут. Он был буквально выброшен в мусор президентом Трампом и его переговорной командой. Многие СМИ в этом зале ложно сообщали об этом плане как о приемлемом для Соединенных Штатов, и это неправда. По мере стремительного приближения президентского дедлайна и полного разгрома Ирана вооруженными силами Соединенных Штатов, с каждым часом режим признавал реальность перед переговорной командой. Они представили президенту и его команде более разумный, совершенно иной и сокращенный план. Президент Трамп и его команда решили, что новый измененный план является рабочей основой для переговоров и может быть согласован с нашим собственным предложением из 15 пунктов. Красные линии президента, а именно прекращение обогащения урана в Иране, не изменились. И сама мысль о том, что президент Трамп когда-либо принял бы иранский список пожеланий в качестве сделки, совершенно абсурдна. Президент заключит только такую сделку, которая отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов Америки. И он, и его переговорная команда сосредоточатся на этих усилиях в течение следующих 2 недель, при условии, что Ормузский пролив останется открытым без каких-либо ограничений или задержек. Спасибо, Кэролайн. Государственные СМИ сообщают, что сегодня Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану. Какова реакция Белого дома? И вы только что перечислили множество военных успехов. Я это понимаю, но стратегически, как администрация утверждает, что сейчас у Ирана не больше экономических рычагов влияния, чем было до начала войны. Конечно. Что касается первых сообщений иранских государственных СМИ, президент был проинформирован об этих сообщениях еще до того, как я вышла к трибуне, это совершенно неприемлемо. И снова, это случай, когда то, что они говорят публично, отличается от того, что они говорят в частном порядке. Сегодня мы наблюдали увеличение трафика в проливе. И я повторю ожидания и требования президента о том, чтобы Ормузский пролив был немедленно, быстро и безопасно вновь открыт. Таково его требование. Ему в частном порядке было передано, что именно это и происходит, а эти публичные сообщения являются ложными. Я понимаю вопросы по поводу риторики президента, но больше всего президента интересуют результаты. И на самом деле именно его очень жесткая риторика и жесткий стиль ведения переговоров привели к тому результату, свидетелями которого вы все сегодня являетесь. Иран прошлой ночью публично признал, что они согласились, или что они хотели прекращения огня с Соединенными Штатами, потому что больше не могли терпеть бомбардировки со стороны наших очень мощных и смертоносных вооруженных сил, и что они обязались вновь открыть Ормузский пролив, за что президент будет требовать от них ответственности, и это то, что администрация внимательно отслеживает в режиме реального времени. Хотел бы президент Трамп, чтобы Ливан был включен в это мирное соглашение? Как вы знаете, сегодня Израиль усилил авиаудары по Ливану. Там десятки жертв.
Ливан не является частью режима прекращения огня. Это было доведено до всех сторон, участвующих в прекращении огня. Как вы знаете, премьер-министр Нетаньяху вчера вечером опубликовал заявление в поддержку прекращения огня, а также в поддержку усилий Соединенных Штатов. Он также заверил президента, что они будут оставаться полезным партнером в течение следующих 2 недель. Считает ли президент, что Ливан, возможно, стоит включить в будущем, учитывая, что это, похоже, может подорвать прекращение огня с Ираном? Повторю, это, я уверена, будет и дальше обсуждаться между президентом и премьер-министром Нетаньяху, между Соединенными Штатами, Израилем и всеми сторонами, вовлеченными в процесс. Но на данный момент Ливан не включен в соглашение о прекращении огня. Будут ли США участвовать в переговорах с Ираном в Исламабаде в пятницу? Я могу объявить, что президент направляет свою переговорную команду во главе с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и господином Джаредом Кушнером в Исламабад для переговоров в эти выходные. Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени. Мы ожидаем этих очных встреч с большим интересом. Есть ли опасения, что Нетаньяху пытается сорвать прекращение огня? Президент разговаривал с премьер-министром Нетаньяху вчера вечером, и в этом частном разговоре премьер-министр Нетаньяху передал именно то, что затем публично сказал всему миру, что он поддерживает президента и что Израиль остается ключевым союзником и партнером Соединенных Штатов. Они были замечательным партнером на протяжении последних 6 недель, и мы также благодарим их за их героические усилия. Президент провел этот разговор вчера вечером, и об этом также было публично сообщено миру. Что касается Ирана, сообщалось, что прекращение огня было достигнуто при участии 2 неожиданных факторов – Джей Ди Венса и Китая. Какую роль сыграли эти стороны в заключении соглашения? Вице-президент Венс играл очень значительную и ключевую роль с самого начала. Конечно, он правая рука президента, он вице-президент Соединенных Штатов. Он участвовал во всех этих обсуждениях, и, как я только что объявила, именно он возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде позже на этой неделе. Что касается Китая, то действительно состоялись переговоры на высшем уровне между нашим правительством и правительством Китая. Президент с большим уважением относится к председателю Си и имеет хорошие рабочие отношения с ним и с этой страной. Он также с нетерпением ждет визита в Китай уже через несколько недель. Это находится в самом верху списка приоритетов президента и его переговорной команды, когда они вступают в следующий раунд обсуждений. И, как я сказала в начале, это красная линия, от которой президент не собирается отступать, и он твердо намерен добиться этого. Мы надеемся, что это произойдет дипломатическим путем. Они дали понять, что готовы это передать? Да. Итак, что касается риторики президента. Когда США вторглись в Ирак в 2003 году, Джордж Буш-младший сказал в обращении к иракскому народу, что военная кампания направлена, цитирую, «против беззаконных людей, которые правят вашей страной, а не против вас». Вчера президент пригрозил уничтожить цивилизацию Ирана. Всю цивилизацию. Не иранское правительство, а иранскую цивилизацию. Иранский народ. США на протяжении большей части своей истории были моральным лидером, потому что вели войны против других правительств, а не против цивилизаций. Как президент может утверждать, что Америка может когда-либо сохранять моральное превосходство, если он угрожает уничтожать цивилизации и представляет войны не как борьбу с правительствами, а иначе? Эндрю, я думаю, вам стоит посмотреть на действия этого президента за последние 6 недель и на действия наших храбрых мужчин и женщин в вооруженных силах Соединенных Штатов, которые, по сути, уничтожили вооруженные силы режима изгоя исламского режима, который 47 лет скандировал «Смерть Америке», который убил и искалечил тысячи американских солдат за последние 5 десятилетий. Президент абсолютно обладает моральным превосходством над иранским террористическим режимом. И то, что вы вообще позволяете себе предполагать иное, откровенно говоря, оскорбительно. Тегеран обозначил свои условия для возможной долгосрочной сделки с США. Заместитель председателя иранского парламента Али Нигзад заявил, постоянное соглашение возможно только при соблюдении 10 требований, утвержденных Советом национальной безопасности. Среди них полный пакет договоренностей по всем спорным темам, вывод американских сил из региона, отмена санкций и выплата компенсации Ирану. Отдельно Тегеран настаивает на контроле над Ормузским проливом сейчас и в будущем. По словам Нигзада, финальное решение должно быть утверждено верховным лидером страны. Иранский политик также обвинил Дональда Трампа в двойных стандартах и заявил, что американская сторона выдвигала требования по ядерной программе, ракетам, региональной политике Ирана и правам человека. Кроме того, как утверждает Нигзад, Вашингтон требовал передачи 450 килограммов обогащенного урана. Эти заявления прозвучали на фоне хрупкого перемирия между сторонами.
Но фундаментальный 5-й пункт статьи 110 закона заключается в том, что верховный лидер должен официально одобрить сделку о прекращении огня. Те 15 пунктов, которые написал Трамп, и его слова о том, что он выйдет победителем при любом исходе. Если я смогу подогнать это под свои условия, я победил. Если не смогу с ним, скажу, что веду переговоры с кем-то. Показывают лицемерие Америки. Что он сказал? Это краткое изложение, потому что времени нет. Он упомянул ядерную программу, ракеты, сопротивление, права человека и некоторые новые деловые вопросы. Он потребовал, чтобы мы передали ему 450 килограммов урана вместо 400 килограммов. Теперь в тех 10 пунктах, которые одобрил секретариат Совета национальной безопасности, говорится, что должно быть достигнуто полное соглашение, что американские силы должны покинуть регион. Проход через Ормузский пролив должен находиться под нашим контролем сейчас и в будущем. Первичные санкции должны быть сняты, а причиненный нам ущерб должен быть компенсирован. Иран объявил о новых условиях прохода через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли. Теперь, как сообщают СМИ, судовладельцы должны будут платить по $1 за каждый перевозимый баррель нефти. Причем расчет, по данным источников, предполагается вести в криптовалюте. По словам представителей иранской стороны, такая схема должна защитить платежи от отслеживания и возможных санкционных ограничений. При этом пустые танкеры, как утверждается, смогут проходить пролив без оплаты. Еще одно важное условие. Суда должны заранее уведомлять иранские власти и получать разрешение на проход. Нарушителям, как говорится в публикациях, Тегеран грозит жесткими мерами. Новое требование прозвучало на фоне временного перемирия между Ираном, США и Израилем. Одним из его ключевых пунктов стало восстановление судоходства через Ормузский пролив. Эксперты отмечают, даже символическая на первый взгляд плата может стать не только экономическим, но и политическим инструментом давления на глобальный энергетический рынок. После объявления перемирия в регионе судоходные компании не спешат возвращать рейсы через Ормузский пролив. Перевозчики говорят, одних политических заявлений недостаточно. Они ждут понятных правил прохода, официальных гарантий безопасности и подтверждения, что суда не окажутся под угрозой удара. Повод для осторожности – жесткие предупреждения Ирана. Проход без разрешения там назвали недопустимым. Пока рынок и логисты ждут, станет ли перемирие реальной деэскалацией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Перед началом встречи политики обменялись рукопожатием, однако на вопросы журналистов отвечать не стали. Визит Рютте в американскую столицу проходит на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками по Альянсу. Причиной стали разногласия вокруг конфликта с Ираном и роли НАТО в регионе. Также Марк Рютте встретится с Дональдом Трампом. Тема «Возможный выход США из Альянса». Один вопрос касается заявления. Совместного заявления, опубликованного сегодня утром некоторыми европейскими союзниками Америки. Нашими союзниками по НАТО. В этом совместном заявлении они сказали следующее относительно Ормузского пролива. Наши правительства будут содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Какова реакция администрации на это совместное заявление? Сглаживает ли это ситуацию перед встречей президента с генеральным секретарем НАТО чуть позже сегодня днем? У меня есть прямая цитата президента Соединенных Штатов о НАТО, и я поделюсь ею со всеми вами. Их проверили, и они провалились. И я бы добавила, довольно печально, что НАТО отвернулось от американского народа в течение последних 6 недель, тогда как именно американский народ финансировал их оборону. Как вы знаете, президент Трамп встретится с секретарем Рютте через несколько часов здесь, в Белом доме, и я знаю, что он с нетерпением ждет очень откровенного и прямого разговора с ним. По НАТО я приму ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо, Каролин. По поводу НАТО. Можете ли вы сказать, рассматривают ли Соединенные Штаты все еще возможность выхода из НАТО? Остается ли это возможным? Это то, что президент обсуждал. И я думаю, что это то, что президент будет обсуждать через пару часов с генеральным секретарем Рютте. И, возможно, вы услышите это напрямую от президента после этой встречи позже сегодня днем. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после прекращения огня между США и Ираном предстоит еще большая работа для открытия Ормузского пролива, от которого зависят мировые поставки нефти и газа. Во время визита в Саудовскую Аравию он подчеркнул, что Лондон координирует действия с союзниками, чтобы закрепить перемирие и снизить давление на энергетические цены в Великобритании. Мы только что добились этого прекращения огня, и это, безусловно, хорошая новость. Думаю, по всему региону, а также в Соединенном Королевстве люди почувствуют настоящее облегчение. Но впереди еще много работы, и я нахожусь сейчас в Саудовской Аравии и соседних странах именно для того, чтобы выполнять эту работу в поддержку того, к чему мы все стремимся. Чтобы это прекращение огня было не временным, а постоянным. Кроме того, мы должны признать, что эта война не была нашей войной. Но моя задача — защищать Великобританию.
Она уже оказала влияние на Соединенное Королевство, и очень важно добиться открытия Ормузского пролива. Здесь еще предстоит проделать большую работу. Мы уже собирали ряд стран вместе. И теперь у меня есть возможность здесь, в Саудовской Аравии и соседних странах региона, провести переговоры, скоординировать наши действия и двигаться вперед коллективно ради двух целей. Сейчас еще ранний этап. Думаю, действительно ощущается облегчение. Это можно было почувствовать и здесь, на базе в Саудовской Аравии, где на протяжении 39 дней они действовали в рамках нашей коллективной самообороны. Это облегчение чувствуется. Но они хотят знать. И люди в Соединенном Королевстве тоже хотят знать, разделяя это облегчение, что это должно быть постоянным. И наша задача — работать с другими странами региона не только над прекращением боевых действий, но и над открытием Ормузского пролива, потому что влияние на наши цены на энергоносители видно каждый день на протяжении последних 39 дней. Наша задача — сделать так, чтобы пролив был открыт, чтобы мы могли обеспечить выход на мировой рынок энергии, в который нуждается мир, и стабилизировать цены в Соединенном Королевстве. Поэтому я говорю, мы не втягиваемся в эту войну. Мы всегда действовали в рамках коллективной самообороны. Но моя задача — защищать жизни граждан Великобритании, что мы и делали здесь, с этой базы, а также защищать наши интересы. И в наших интересах, в наших национальных интересах открыть Ормузский пролив. Я прекрасно понимаю, что в Соединенном Королевстве, когда я общаюсь с представителями судоходного сектора, финансового сектора, страхового сектора, энергетического сектора, они говорят мне, что для того, чтобы чувствовать себя в безопасности при проходе через Ормузский пролив, им необходимо знать, что за их действиями стоит дипломатическая и политическая уверенность. Мы здесь для того, чтобы создать это вместе с нашими союзниками. Это крайне важно, потому что моя задача — защитить Соединенное Королевство от последствий этой войны. Она уже оказала влияние. Я полон решимости сделать абсолютно все, что в моих силах, от их имени, работая вместе с нашими союзниками здесь, чтобы минимизировать это воздействие, найти способ сделать прекращение огня постоянным и обеспечить открытие Ормузского пролива, потому что это, очевидно, оказывает огромное влияние на цены на энергоносители у нас дома. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля остаются цели, которых необходимо достичь, и предупредил, что страна готова в любой момент возобновить боевые действия. У нас есть еще цели, которые нужно достичь, и мы достигнем их либо через соглашение, либо возобновив боевые действия. Мы готовы вернуться к боевым действиям в любой момент, когда это потребуется. Наш палец на спусковом крючке. Временное двухнедельное прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном вступило в силу сегодня ночью в полной координации с Израилем. Нет, нас не поставили перед фактом в последний момент. Я хочу подчеркнуть, это не конец кампании. Это остановка на пути к достижению всех наших целей. Что касается обогащенного материала, урана, который все еще остается в Иране, как заявили высокопоставленные представители администрации Трампа, сегодня этот материал будет полностью вывезен из Ирана. Либо это произойдет по соглашению, либо в результате возобновления боевых действий. В этом вопросе у нас полное взаимопонимание. Я настоял на том, чтобы временное прекращение огня с Ираном не распространялось на Хезболлу, и мы продолжаем наносить по ней мощные удары. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху после объявления о прекращении огня между США и Ираном. На пресс-конференции в Тель-Авиве Лапид назвал заявление об успешной кампании против Ирана откровенной ложью и охарактеризовал итоги как дипломатический провал Израиля. Биньямин Нетаньяху выступил перед государством Израиль и попытается продать вам идею, что кампания в Иране была успехом. Это будет откровенная ложь. Армия проделала потрясающую работу. Военно-воздушные силы лучшие в мире. Выполнили все, что от них требовалось, и даже больше. Народ Израиля продемонстрировал национальную стойкость и решимость. Мы нанесли серьезный ущерб Ирану. Именно поэтому полный провал еще более бросается в глаза. То, что произошло здесь, это дипломатическая катастрофа масштаба, которого я не припоминаю. Я был премьер-министром, я был министром иностранных дел, я не помню такого дипломатического краха. У Израиля не было никакого влияния на соглашение, подписанное сегодня вечером между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Пакистана. Вам попытаются продать идею, что было какое-то закулисное участие, что с нами консультировались, что были ночные переговоры и тайные встречи. Знаете, это пустые ложные утверждения. Израиль 8 апреля нанес массированные удары по Ливану, в том числе по Бейруту и его южным пригородам. Израильская армия заявила, что целью операции были объекты и командные центры Хезболлы в столице, долине Бека и на юге страны. Под удары в Бейруте, по сообщениям ливанских СМИ, попали районы Бурдж-Аби-Хайдар, Барбур, Карниш-Аль-Мазраа, Айн-Аль-Мрейси.
а также южные пригороды, включая Бир-Хассан, Хайсалам и Шиях. Удары также были зафиксированы в районе, прилегающем к аэропорту Бейрута. По данным ливанских служб, в результате атак погибли и пострадали сотни человек. Гражданская оборона Ливана сообщила, что число жертв по стране достигло не менее 254 человек. После ударов в Бейруте продолжались поисково-спасательные работы. Спасатели и подразделения гражданской обороны разбирали завалы, тушили пожары и искали выживших в разрушенных зданиях. В районе Талят-эль-Хаяд спасательная операция продолжалась и в ночное время. Из поврежденного здания эвакуировали людей, оказавшихся заблокированными после ударов. По словам жителей, часть атак была нанесена без предварительных предупреждений об эвакуации. Ливанский министр здравоохранения сообщил о большом числе раненых. Израиль назвал эту операцию крупнейшей с начала нынешнего этапа конфликта с Хезболлой. Обострение произошло на фоне объявленного перемирия между США и Ираном. При этом Израиль заявил, что Ливан в режим прекращения огня не входит. Представитель израильской армии заявил, что район к югу от реки Литани отсоединен от Ливана, и что продолжаются операции по поддержанию его демилитаризованного статуса. Район к югу от Литани отсоединен от Ливана. Мы эвакуировали населенный пункт ради их собственной безопасности и работаем над тем, чтобы он оставался демилитаризованным, ведя непрерывный огонь. Франция планирует дополнительно направить 36 миллиардов евро на оборонные расходы в период до 2030 года в рамках обновленного закона о военном планировании. Он предусматривает расширение ее ядерного арсенала и увеличение запасов ракет и беспилотников, заявила министр обороны Катрин Вотрен. Театр конфликта простирается от морского дна до космического пространства, и мы должны быть способны обеспечивать ответные действия во всех этих различных сферах. Разумеется, это включает способность действовать в краткосрочной перспективе, а также защиту наших сил. Итак, если бы я говорила с вами пару минут о бюджете, я бы сказала, что дополнительные 36 миллиардов евро доведут бюджет до 57,1 миллиарда евро в 2026 году. А к 2030 году он составит 76,3 миллиарда евро. Напомню, что в 2017 году, когда президент был избран, оборонный бюджет составлял 32 миллиарда евро. Это означает, что к 2027 году мы удвоим оборонный бюджет. Россия предупредила страны Балтии о рисках в случае допуска украинских беспилотников через их воздушное пространство. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие действия будут рассматриваться как участие в атаках на российскую территорию. При этом возможные меры ответа Москва не уточнила. Без сомнений, последние события с беспилотниками мы рассматриваем как террористические акты, как террористические атаки против Российской Федерации или на Российскую Федерацию совершенные, если говорить об атаке на промышленные и гражданские объекты России. И в случае, если третьи страны предоставляли или предоставляют свою территорию для пролета вражеских дронов, они должны хорошо понимать. И мы уверены, что они понимают, потому что им все это разъяснили, какому риску они подвергаются. Даже с орбиты Луны Земля остается не просто планетой, а домом, и кажется, именно на таком расстоянии это ощущается особенно остро. Во время исторического облета Луны экипаж миссии «Артемис-2» увидел Землю такой, какой ее не видел почти никто в истории человечества, далекой, хрупкой и удивительно родной. На фоне глобальных кризисов, войн, катастроф и тревожных новостей именно из космоса прозвучало напоминание о самом важном. При всех разногласиях, потрясениях и вызовах у человечества по-прежнему один общий дом. Астронавт Кристина Кох обратилась к людям на Земле с посланием о будущем, исследованиях и новых горизонтах. Но главная мысль ее слов была не о том, как далеко человек может улететь, а о том, что даже отправляясь к Луне, люди все равно выбирают Землю. Астронавты «Артемис-2» облетели Луну, удалившись от Земли дальше, чем кто-либо прежде. Дом ощущается иначе отсюда. Азия, Африка и Океания. Мы смотрим на вас. Вы сейчас можете поднять взгляд и увидеть Луну. Мы тоже видим вас. Когда мы выполнили этот импульс к Луне, я сказала, что мы не покидаем Землю, мы выбираем ее. И это правда. Мы будем исследовать, мы будем строить, мы будем создавать корабли. Мы будем возвращаться. Мы построим научные базы. Мы будем управлять роверами. Мы будем заниматься радиоастрономией. Мы будем создавать компании. Мы будем укреплять индустрию. Мы будем вдохновлять. Но в конечном итоге мы всегда будем выбирать Землю. Мы всегда будем выбирать друг друга.